Здравствуйте, дорогие друзья! Думаете, по какому поводу тортик испекла? По поводу того, что едем в гости к Раджу в его теплицу. И вот это такой красивенный тысячелистник красного цвета около его дома и его шикарные лилии. Он выращивает не только орхидеи, но и садовые цветы вокруг своего дома. Не тысячелистник, а куст-костер. Его теплица установлена прямо здесь, рядом с гаражом, и Майкл смеялся, как он установил вот эти бамперы, чтобы никто не въехал и не порушил его теплицу на машине. Он говорит: смотри, как далеко я припарковался в целях безопасности. И дом и теплицу он построил 5 лет назад, и они находятся как бы на возвышенности, на высоком холме. Поэтому здесь много солнца, что лилии и любят, но также и очень ветрено. Ветерок чувствуется очень приятно в жаркий день. А если спуститься вниз вот по этой лестнице, то есть сейчас слева от меня стена, на которой и стоит теплица на холме. То есть что же здесь внизу? А здесь поддерживающая стена из камня, и сверху засыпана землей, можно садить цветы. И все это строение под теплицей занято под хранение разных вещей, ну типа как вот сарай. И с обратной стороны дома вот такая веранда с шикарным видом на Пенсильванские холмы. Гор у нас нет, но местность у нас холмистая. В его теплицу можно попасть из главного входа, подъезжая к дому, а можно выйти с задней части дома на вот эту веранду и по ней пройти в теплицу, что мы сейчас и сделаем. По мне, так это и не теплица. С таким кирпичным основательным основанием, красивой формой стекла в виде купола, напоминает мне это ботанический сад в миниатюре. Радж, он доктор-гинеколог на пенсии. Там в доме осталась его приветливая жена, она к орхидеям не имеет никакого отношения, а для Раджа это его любимая часть дома. Все по последнему слову техники. И когда, проходя вглубь, я поняла: а вот здесь дверь разделяет две части теплицы, то есть вот здесь с кафельным полом я вижу дендробиумы, и все они прохладного содержания. То есть он может закрыть дверь и содержать вот эту часть теплицы с теми орхидеями, которые нуждаются в зимнем отдыхе, совершенно при другой температурой, ниже, чем вот эту, где пафы, где котлеи. Радж говорит, это бессмысленно нагревать воздух как бы по центру теплицы. Он нагреется сам от солнца. Главное и важнее поддерживать температуру в районе корней орхидей, чтобы корни в горшках не перегревались летом и не замерзали зимой. У него расположены датчики на уровне этих полок с горшками, вот как здесь один. То есть он поддерживает температуру на этом уровне 20 или 23 градуса. А другие датчики, которые расположены на уровне человеческого роста, температура, термостат поддерживает 30-32. Если идет повышение температуры выше, то включается система охлаждения, открываются вентиляционные люки. Радж подходит к выращиванию орхидей с очень таким научным подходом. Родился он, что интересно, в Африке. Потом поехал учиться в медицинский университет в Бомбей, в Индию. Там встретил свою красавицу-жену. После этого, когда они закончили мединститут, они переехали жить в Канаду. И после Канады каким-то образом приехали сюда, в Пенсильванию. У них 2 сына и много внуков. И выращивает он орхидеи 40 или больше лет. Этот башмачок будет еще мелькать в одном из моих роликов. Вот посмотрите, в руках я держу психопсис Менdenhall Hilldose. Сухой, хрустит. Я говорю, когда ты последний раз его поливал? 5 дней назад. Я уже, наверное, 3 раза полила. А нет, посмотрите, какие у него там видны хорошие здоровые корни. Мне понравился его подход про полив. Говорит, горшок в 3 дюйма поливаем раз в 3-4 дня. Горшок в 4 дюйма раз в 4-5 дней. И горшок в 5
дюймов раз в 5-7 дней. Но дюйм это почти 2 сантиметра. Вот и вычисляйте. Ну, естественно, мать природа накладывает свои изменения в том плане, что если солнечный день, конечно, придется поливать чаще, а если пасмурный, то реже. Супер крутые лампы подсвечивают растения осенью и зимой. Майкл спросил, он ему ответил, что лампы в 65 кельвинов, я ничего в этом не понимаю, но сетка, которая накрывает теплицу, я спросила, это притеняет на 50%, так же, как и у меня. Поэтому растения все у него такого яркого, изумрудного цвета. Посмотрите, как вот эти листья у котлеи. Но для фаленопсисов я говорю, Радж, а тебе не кажется, что они стрессуют? И вот отсюда вот такие пятна. Тебе не кажется, что они получают слишком много света? Он со мной не согласился, говорит, это грибковая инфекция у него. Я говорю, ну ладно, если ты так считаешь. Врач очень умный и образованный человек. И к выращиванию орхидей он подходит с научной точки зрения. Вот говорит, в природе орхидеям важнее кислород, воздух, чем вода. И когда мы одомашниваем орхидеи, засовывая их в горшки, то их корни просто задыхаются от недостатка кислорода. Поэтому он настоятельно говорит, что горшки должны быть дышащие. Радж поливает орхидеи водой, полученной обратным осмосом, очень чистой, и добавляет туда кислород, стараясь приблизить выращивание орхидей в домашних условиях как можно более к природному, когда корни в природе омываются теплой дождевой водой, насыщенной кислородом и озоном. Я что-то забыла задать ему вопрос по поводу закрытой системы, что он об этом думает. Тут он берет с полки первый попавшийся горшок с пафиопедилумом и говорит, вот посмотри, какие корни. Посмотри, субстрат не влажный, потому что поливал я 5 дней назад, но ты можешь видеть корни через стенки, и все равно в середине горшка есть немного влаги. А листья в пятнах, не смотри, я их сжег каким-то он там новым удобрением. Смысл в том, что орхидеи важнее воздух, чем вода для ее корней. Я бы этот горшок с пафом уже точно раза 2 полила, а нет. Тут я вспомнила мою подругу Киру из Калифорнии, которая говорит, что даже пафы надо выращивать вот в сухоте, как делает Радж. И смотри-ка, ты правда растут. Да, все беды идут от перелива, и отсюда гнилые корни, отсюда грибковые инфекции. И те же бактериальные инфекции также передаются, как говорится, воздушно-капельным путем. Да, для меня это было открытием увидеть, как растут башмаки в таких хорошо вентилируемых горшках, и видно водоросли там тоже умудряются нарастать. Видно, вон они какие хорошие корни, накрученные кругами и внизу, и сверху. Растут они, не держа этот субстрат мокрым постоянно. Я помню, когда мы пересаживали котлеи в ботаническом саду, мы просто прессовали субстрат вниз, чтобы котлея сидела там плотно-плотно. Радж считает, что нет, субстрат должен быть для орхидеи воздушный, для любой орхидеи, как в природе, чтобы корни дышали. Я помню, Маша, Мария 279, живет недалеко от меня, у нее канал есть на YouTube, выкладывала тоже посадку орхидеи, когда прессовали просто толкушкой для картошки. Так что если у котлеи были корни, они крошились в смятку от такого пресса. Дендробиум фалеинопсис, он какой бодрячком, с хорошими корнями. Я у него спрашиваю, Радж, почему моим сбросили листья? Он говорит, ну правильно, когда псевдобульба у дендрофаленопсиса взрослеет, то в конце концов она скинет листья. Мне понравилось, как он устроил здесь мусорку. А здесь красота и чистота, и стерильность, как в операционной. Вот они, пластиковые палочки для поддержания цветоносов, раковина. Здесь что-то в процессе, видимо, мы его отвлекли, чего-то он там делал. Боже мой, сколько у него всяких секачей.
ножниц, пинцетов. Здесь, видимо, смешивается вода, очищенная обратным осмосом с удобрениями, с кислородом. Смотрю в раковине, фаленопсис тоже обрабатывает от грибка вот этими растворами Физан-20, у него написано уже готовый, разведенный. Мы с ним спорили и из-за пятен на вот этих фаленопсисов. Я говорю, дай мне один, я заберу его домой, и пусть он у меня поживет в моих условиях, и верну тебе его без грибковых пятен. И вот он говорит, ну вот забирай вот этот Сога Готрис, желтый такой фаленопсис, вернешь мне его в Новый год, потому что в ноябре, в декабре, он говорит, у него они просто покрываются грибковыми пятнами. А я говорю, не будет много яркого солнца, не будет стресса, не будет грибка. Вот и поспорили. О, нашла дендрофал, точно так же выглядит, как и все мои, голые палки. Мои начали возвращаться к жизни через маленькие росточки от основания. Я-то думала, я свои залила, а вон они сухенькие стоят и тоже листья сбросили, а корни живые там есть. Радж говорит, вот посмотри, только поделил котлею, пересадил. Видишь, сверху положил слой мха, я ложу его везде. Он говорит, скажи мне, почему я это делаю? Я говорю, ну, во-первых, он удерживает влагу, то есть поливать нужно реже. Он говорит, так, еще почему? Я говорю, ну, потому что влага даже держится вокруг этого мха, и больше влаги достается листьям. Он говорит, да, а еще почему? Я говорю, сфагнум обладает противогрибковыми, противобактерицидными свойствами. Он говорит, да, а еще почему? Я говорю, ну все, сдаюсь, не знаю. А он говорит, да потому что, когда я роняю горшки, у меня меньше беспорядка, кора не высыпается. Мох удерживает кору от рассыпания. Я, ага, и то, правда, я не задумывалась, уронишь горшок с орхидеей, кора в одну сторону, орхидея в другую сторону, беспорядок кругом. А с мохом нет, мох держит эту кору внутри горшка. Его любимая группа орх – это дендробиумы. Смотрю, здесь у него немного булбофилумов, есть вот какие-то камбрии. О, как красиво заросла мхом. И это Нелли Айлер, всеми любимая. Видите, живет она в прохладной части его роскошной теплицы. Но сейчас и в этой части очень жарко, потому что дендрам сейчас холод не нужен. Они все заняты собственным ростом, наращиванием бульб и их раскармливанием. Радж говорит, листья у дендробиумов, у катасетумов должны быть вот такие ярко-салатно-зеленые. Получат много света, значит, нафотосинтезируют много питательных веществ, значит, нальют толстые жирные бульбы, значит, процветут пышно, а не одним-двумя цветочками. Хотела прочитать название, не подобраться этого катасетума. Тоже смотрю, какие-то бульбы пережили зиму, а какие-то нет. Очень много дендров и нобели, и калиста. Вот этот, по-моему, деликатум. А это красивый дендр, называется аскоценда Fat Tuesday, жирный вторник. Ха-ха. Наверное, этикетка осталась от корзинки из-под Ванды. Я знаю, что Ванды он не выращивает, у него где-то была только одна. А посмотрите, какой спешиозом дендр, какие налитые бульбы, какие ярко-зеленые листья. И бульбы просто лопаются от того, как они налиты. И цвет бульб вот такой должен быть желтый, подгорелый, как бы поджаренный, а новые росты с загорелым фиолетовым оттенком. Мы прогуливались по теплице взад и вперед, потом я услышала какой-то звук, и что-то стало происходить. Радж говорит, посмотри наверх. Смотрю наверх, ничего не вижу. Оказывается, термостат достиг определенной точки, на которую он был установлен, по-моему, это 32 градуса, и люки верхние вентиляционные начали открываться. Вот там видно ярко-голубое небо. Его полоска все шире и шире. У меня было ощущение вот практически космического корабля. И вот она я в центре управления полетами. Хоть смейтесь, хоть нет, но теплица, конечно, упакована по последнему слову техники. Вон, видите, корни.
вон там под полкой от котлеи. Похоже, что горшок не покидал эту полку очень долгое время. После прогулки по теплице жена Раджа Барти пригласила нас в дом на обед. Я увидела фаленопсисы с темными листьями, и на обеденном столе стояла цветущая сидюрея джапоника и наполняла обеденную комнату цитрусовым запахом лимона. Смотрю, посажена она у него в кору и сверху тоже прикрыта мхом. Эта обеденная комната, она в то же время и sunroom, как здесь говорят, солнечная комната, где большое окно с выходом на веранду и с тем прекрасным видом на холмы. Красивые потолки, и в ней есть даже вон там качели слева. В другой комнате был замечен цветущий мультифлорный башмак Ротшильда. Много цветов, много цветоносов. И Радж говорит: ты знаешь, от чего такие пятна на листьях? Я говорю: я не знаю, но неплохо бы сделать тест на вирус. Я так подумала. Но с другой стороны, если бы растение было поражено вирусом, цветы были бы деформированы. А теперь мы находимся в гараже. Здесь есть у него место для пересадки орхидей. Вот там препараты в бутылках. И здесь такая большая бочка, где и хранится вода обратного осмоса. Майкл все продолжал разговаривать про технологии, про процессы. А я как запала вот на эту тележку, думаю, и мне такую бы хорошо на колесиках. Набрал он орхидей в своей теплице, привез на тележке в гараж, чтобы пересадить, а потом обратно. А вот это у него такой аппарат, чтобы создавать туман, охлаждение в теплице. Радж говорит, он очень у него мощный. Ну да, мощный. И размер подходящий. Как раз размер всей моей теплицы практически. Я все глаз не могу оторвать от этой тележки. Кстати, на ней сейчас два растения. Вот это Dendrobium Little Sweet Scent типа аносмума и вот это Cattleya Ossis Sunset, красно-желтая такая. Он мне их подарил и говорит: сейчас я тебе оторву деленку вот от этой бросоволы. Я говорю: нет, не надо, у меня уже есть надоза. Очень приятно было пошариться в его стратегических запасах субстратов. Вот это пенопласт, который он использует для дренажа. Вот в этом огромном мешке я смотрю кока-чипсы. Это ж сколько кокосов нужно было раскрошить. Добавляет он их в грунт, если нужно субстрат ему повлажнее. А вот это шарики из глины, здесь они называются гидротон. Я тоже прикупила мешок, аж 50 литров. Решила поиграть в гидропонику, перевела уже несколько растений. Подожду, будут результаты, расскажу, покажу всем. А это что такое? Легкий материал, совершенно воздушный, похоже, что вот это и есть гроустон или вспененное стекло. А здесь вижу у него сфагнум, мох. Таким вот я тоже пользуюсь, новозеландским, у которого очень длинное волокно. Здесь у него мешок с архиатой. Это кора из специальной сосны, обработанная специальным образом. Очень долгоиграющий субстрат. Хочу такую тележку. Правда, возить мне особо некуда на ней. Растение, вот это его рабочий стол на пересадке. Конечно, доктор-аккуратист страшный. Прекрасный день, прекрасная компания. Спасибо большое, Радж, что позволил полюбоваться на твои орхи. И вам, друзья, спасибо, что прогулялись вместе со мной. Желаю здоровья вам и желаю здоровья вашим растениям. Пока-пока.